молоко из прутов, дракон в верхнем мире, ТП до дома без читов и еще 73 секрета, о которых вы не знали в Майнкрафте. Дракона можно заспавнить в верхнем мире? Да, это так. Нужно всего лишь построить эту машину, которая пропихнет дракона в этот маленький портал, после чего дракон появится на спавне. Bedrock самый прочный блок в Майнкрафте, скажут большинство игроков, но его достаточно легко сломать. Всего лишь нужно собрать эти ресурсы и построить незамороченный механизм. Если включить механизм и быстро нажимать на правую кнопку мыши, то мы увидим, как Bedrock под поршнем сломался. Вы знали, что можно избавиться от некоторых дебафов без молока и без респавна? Аксолотли — одни из самых бесполезных мобов в игре. Думают 95% игроков, но они на самом деле могут быть очень даже полезны. Возьмите с собой Аксолотли в морской данж, и он начнет убивать гардианов. Помогите ему, и взамен он не только уберет эффект утомления, но и выдаст вам регенерацию. Листва такая же по прочности, как обсидиан. Если вылить в нее воду, ее невозможно будет взорвать с помощью динамита. В игре всего один моб, который может убить вас с одной тычки, фулл на зарядке. Это не Варден и не Визер, и даже не Эндер Дракон, а заряженный крипер. Если оказаться слишком близко к заряженному криперу даже фулл на зарядке, то вас убьет. Чтобы скрафтить зелье, вам нужен верстак, а не зелеварка. С версии 1.14 вам нужно просто скрафтить загадочную рагу с нужным вам эффектом. Скелет — самый глупый моб в игре. Сейчас объясню почему. Скелеты стреляют в игрока, если они на него заагрены. Но достаточно встать подальше, простроиться вверх, и скелет начнет стрелять сам по себе. Бирки тяжело достать, особенно в начале игры. Но что если я вам скажу, что одной биркой можно назвать много мобов? Просто прицепите бирку на слизня и убейте его. Все маленькие слизни будут с тем же именем. Когда я горю в аду, я не знаю, что делать, потому что не могу потушить себя ведром воды. На самом деле есть два очень легких способа потушить себя в аду. Просто киньте под себя пузырек с водой. А если у вас нет пузырька, быстро скрафтите котел и залейте в него воду. Больше никогда не придется бежать марафон, чтобы вернуть свои вещи. Если вы спидраните игру и вы в шахте, не забудьте включить субтитры. Так, справа в углу вы увидите звук лавы, звук мобов и даже звук капающей воды. Кадавры очень интересные мобы. Они не горят днем, как обычные зомби, а если их загнать в воду, то они превратятся в обычных зомби. Проходить через блоки, не используя читов, невозможно. Подумайте вы. Однако это не так. Все, что нам понадобится, это обычный Ender Pearl и чуть-чуть ловкости. Таким образом можно пройти практически через любую поверхность в Майнкрафте. Секретный мир отладки можно найти в создании нового мира. Просто зажми Alt и ищи новый тип мира. Он наполнен всеми блоками в Майнкрафте, летающими в бесконечной пустоте. Вагонетка вмещает слишком много для своих размеров. Просто в вагонетку можно засунуть Гаста, Ревенджера, Нюхача и даже лошадь, тогда как с лодкой такого не выйдет. Пчелы не умеют плавать. Не ставьте ульи рядом с водой, иначе произойдет это. Добыча — отличное зачарование и очень забаганное. Если на вашем мече есть добыча 3, то положите его в правую руку, а лук в левую. Все мобы, убитые с лука, будут подвержены добыче 3. Кошки в Майнкрафте намного реалистичнее, чем вы думаете. Если кошку сбросить с любой высоты, то, как ни странно, она не получит никакого урона. Это очень похоже на миф из реальной жизни. Это необычное ведро молока. Оно было собрано особенным образом. В бете 1.2 можно было набирать молоко из спрутов. Жалко, что они убрали эту фичу. Иглу имеет шанс в 50% на спавн особенной структуры. В ней есть не только бесплатное золотое яблоко, но и стойка для зелеварения. А если вылечить одного из жителей, то можно сделать свою деревню. Зелье невидимости действительно полезное зелье, однако у него тоже есть минусы. Даже если вы снимете броню, летучие мыши, жители и кошки все равно будут вас видеть. А стол зачарования будет смотреть в вашу сторону. Так что если вы увидели, как летучие мыши начали с ничего летать, то возможно какой-то игрок следит за вами. В теории можно сделать ферму слизи на пандах. Панда имеет маленький шанс выбросить слизь, когда чихает. Это мерзко. Самый слабый источник освещения в игре — это грибы. Коричневый гриб имеет первый уровень освещения. Возможно, разработчики хотели оставить отсылку на реальную жизнь, потому что в реальной жизни есть флуоресцентные грибы. Они действительно существуют. С помощью простого механизма вы можете мгновенно добраться до дома, на каком бы расстоянии вы от него не были. Вам понадобится один Ender Pearl, Redstone и датчик дневного света. Киньте в воду Pearl, и когда наступит ночь, вас мгновенно телепортируют обратно на базу домой. Как удобно. Житель на курице! Да, его можно получить в выживании. Все, что вам нужно, это найти маленького зомби-жителя верхом на курице и вылечить его. Когда он вырастет, он будет полностью функционален, как обычный житель. Но теперь его можно взять на поводок или вести с помощью семян. Вы можете прокатиться на любом существе с помощью команды Ride. Все, что вам нужно, это прописать команду со специальными условиями, и вы сможете запрыгнуть на пчелу, овцу или даже Эндер Дракона. Самый легкий способ избежать урона от падения — это не ведро воды и не блок слизи. Избежать урона можно вообще без предметов в инвентаре. Просто выйдите из игры за момент до приземления, и вы увидите, что урона не было получено. Работает в одиночке и на некоторых серверах. Одно из самых редких событий в Майнкрафте связано с этой миской. Если молния ударит в черепаху, то из нее с шансом 1% может выпасть миска. И это не баг. Вы видели когда-нибудь высокий папоротник? Его нельзя добыть вручную. Если его сломать, то выпадет 2 обычных папоротника. А найти его можно только в сундуке в деревне. Если запрыгнуть в портал специальным способом, то можно и не сражаться с драконом, а сразу пойти лутать города. Просто постройте этот механизм и нажмите на кнопку. Вы окажетесь на координатах верхнего мира. Только есть шанс, что вы умрете, так что будьте аккуратны.
Вызыватели могут перекрашивать овечек из синих в красных с небольшим шансом. Почему они не любят синих овец? Лечение зомби-жителей занимает, ну уж очень долгое время. Но знали ли вы, что этот процесс можно ускорить? Благодаря скрытой механике можно ускорить этот процесс в разы. Если поставить 14 железных решеток или 7 кроватей в 4 блоков от жителя, то весь процесс произойдет на 4% быстрее. Каждая секунда на счету! Визор не такой уж и опасный босс. Одно из его оружий, эти самые летающие бошки, можно полностью нейтрализировать. Просто поставьте вокруг себя 4 стойки для брони, и вы не будете получать урон. Мост из подвесных табличек — это прикольная штука, как будто мост сломался пополам. Это выглядит очень необычно. В Майнкрафте много расцветок аксолотлей, но этого синего аксолотля вы не видели в дикой природе. Он может заспавниться только если размножать парочку аксолотлей, а шанс его спавна 83 десятитысячных%. Самая редкая руда в игре — это не алмазы, а глубинная изумрудная руда. Шанс спавна составляет меньше 0,15%, и она является большой редкостью, поэтому вскапывайте ее киркой на шелк. Зелье вреда очень полезная штука. С их помощью можно задамажить не только игроков, но и мобов. Однако с зомби и скелетами это не работает, потому что они уже мертвы, я полагаю. Но они дамажатся от зелья исцеления. Карту можно заблокировать. Она не будет обновляться, если в столе картографа объединить ее со стеклянной панелью. Это означает, что теперь можно отслеживать свой прогресс постоянно. Визоры могут ломать даже обсидиан. С помощью лодки можно пройти сквозь стену. Просто встаньте близко к стене, поставьте лодку и зажмите вперед. Таким образом можно пройти через любую стену. Лунная походка под водой — это достаточно легко сделать на самом деле. Просто наденьте литры и под водой смотрите вниз. Контролируйте свое положение с помощью пробела и шифта, и друзья могут посчитать вас волшебником. Если вы знаете, что где-то под вами есть скрытая база, то не спешите ломать блоки. Просто попробуйте съесть плод Хоруса, и есть шанс того, что вы окажетесь там, где вам нужно. Практически все знают, что если назвать овечку Джеб, то она начнет переливаться радужными цветами. Но немногие знают, что если назвать кролика Тоуст, то он станет вашим подручным шахтером. На самом деле откроется уникальная текстура кролика. Это выглядит так, как будто вода должна пролиться, и что ее ничего не останавливает. Однако это не так. С помощью светящихся лишайников можно незаметно остановить надоедливое разливание воды. Единственный способ получить голову моба — это взорвать его заряженным крипером. Все, что выпустите в крипера трезубец с зачарованным на громовержец, и голова какого-нибудь зомби почти в ваших руках. Только будьте аккуратны. Деревянные ограды больше не нужны. Сейчас объясню почему. Вместо них можно использовать обычные люки, которые будут поставлены именно таким образом. Многие мобы могут запрыгивать только вовнутрь, и выбраться наружу они не могут, а игроку очень легко преодолевать это препятствие. В аду вместо ведра воды можно использовать рыхлый снег. Он работает так же, как ведро воды. Вообще можно поставить на блок рыхлого снега ковер, и тогда игрок не будет получать урона от падения. Если у вас есть мокрая губка и печка, достать воду очень легко. Просто начните пережаривать губку и засуньте в слот для топлива ведро. Как только губка пережарится, ведро наполнится водой, и его можно будет использовать. Этот крутой дизайн может превратить скучные кусты в необычные заросли красных ягод. Просто поставьте редстоун сзади и накройте лианами. Это выглядит по-настоящему необычно. Многие не знают, что если добавить голову крипера в крафт фейерверков, при его запуске появится эта самая голова. С помощью редстоуновой руды можно сделать прикольную ловушку для своих друзей. Просто поставьте на нее ковры, и если на нее наступить, она все равно активируется. Так можно заменить громкие нажимные плиты на неслышимую руду. Травяные тропинки можно использовать как надежный бункер от злых мобов. Их можно отстреливать с лука в это еле видимое отверстие. Чтобы загрузить в арбалет фейерверк, его нужно взять в левую руку и зарядить арбалет. В хотбаре иконка обновится, а если его выбросить, то мы увидим заряженный фейерверк. Этот трюк вам поможет сделать классный переход от земли к камню. Просто заставьте землю светящимся лишайником. Помимо крутого перехода, этот трюк поднимет уровень освещенности, что поможет бороться с надоедливыми мобами. Нитки намного полезнее, чем вы думаете. Помимо крафта шерсти, лука и арбалета, ей можно фиксировать рост растений на той высоте, которую вы хотите. Нитку можно прицепить куда угодно и остановить рост чего угодно. Многие знают, что кактус может уничтожить любой предмет, который с ним соприкоснется. Но кактус — это не единственный блок, который может так делать. Наковальня, сброшенная с высоты пару блоков, обладает тем же свойством. Меньше 10% игроков крафтили морской проводник, потому что он крафтится действительно сложно. Сердце моря и 8 раковин наутилуса, а для того, чтобы его активировать, нужно построить специальную конструкцию 5×5×5 из блоков призмарина, темного призмарина, призмариновых кирпичей или морских ламп. Для того, чтобы подниматься по стене вверх в аду, не получится использовать воду, поэтому используйте рыхлый снег. Просто ставьте его под себя как обычные блоки. Или просто используйте обычные блоки. Не пользуйтесь печками, если хотите пережаривать еду. Эффективнее будет скрафтить костер. Помимо того, что он пережаривает 4 еды за раз, так еще и бесплатно. А если поставить под него столб сена, то столб дыма станет выше. Если вам нужно найти пещеру с мхом, то просто ищите азалиевое дерево. Его очень легко найти, и практически всегда под таким деревом вас будет ждать пещера с мхом. Живые стены в Майнкрафте. Это выглядит ужасающе. Просто поставьте раздатчики и закройте их люками для достижения такой оптической иллюзии. Не говорите вашим друзьям, что вы сделали это специально, и их реакцию невозможно будет повторить.
Если вы хотите сделать незаметный вход на базу, используйте редстоуновую руду. Она отлично вписывается в ландшафт, и никто даже не подумает, что чтобы зайти на базу, нужно нажать на редстоуновую руду. Главное, чтобы ее никто не сломал. С помощью этой команды можно сделать зеркальное стекло, и достаточно легко. Просто поставьте стекло и пропишите эту команду для невидимых рамок. Теперь просто заполните рамки картами, и почти работающее зеркальное стекло готово. Ключевое слово «почти». Незаметный вход на базу можно сделать с помощью искаженного гриба. Все, что вам нужно, это проложить нитки, притащить домой страйдера и построить легкий механизм. Если вы достанете гриб, то страйдер наступит на нить и откроет вам дверь. Деревянная ограда, через нее не получится просочиться. Но я вам скажу, что можно. Пройти сквозь нее легче, чем кажется. Просто используйте люк. Когда вы крадетесь, ваш хитбокс меняется. И таким простым образом можно пройти через эту деревянную ограду. Если вы хотите подпалить сраку игрокам на вашем сервере, то просто ломайте один блок дерева, когда вы пополняете свои запасы. Посмотрите, как ужасно это выглядит. Малоизвестный факт, но сундуки не горят в лаве. Поэтому, если вы хотите спрятать свои ресурсы подальше от других игроков, прячьте их в лаве. Еще один способ избежать урона от падения без ведра воды – это сладкие ягоды. Они не только не будут вас дамажить, пока маленькие, но и выглядят намного круче. Все знают, что есть обычные коровы и грибные коровы, но немногие знают про существование третьего типа коровы. Запульните в корову трезубец, когда будет гроза, чтобы ее ударила молния, и у вас будет личная корова, которая будет давать загадочное рагу, которое можно под себя настроить. Это супер круто. Поставить лаву в воде невозможно, только если вы не используете котлы. Таким образом можно сделать ловушку для ваших друзей в самом неожиданном месте. Если задержать ПКМ с щитом в руке, когда вы заходите в портал, то вы сможете бегать, ломать блоки и даже атаковать, но при этом щит будет постоянно поднят, и вы не будете получать никакого урона. Чтобы незаметно пробраться в чей-то дом, просто воспользуйтесь эндерперлом. Это сделать довольно-таки просто, и к тому же эндерперл не оставляет за собой никаких следов. На жителей можно одеть броню с помощью раздатчика. Хоть ее и не будет видно, но все положительные эффекты будут висеть на жителе. Это также работает и со шипами, так что будьте аккуратны. Вспаханная земля не обязательно должна касаться блока воды. Вода будет наполнять землю в радиусе 4 блоков, поэтому вы сможете ее спрятать. А если тебе понравилось видео, подпишись.